Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Дом моды Etro. Сегодня он продолжает создавать новую страницу своей модной истории. Очередной этап – презентация на неделе моды в Милане предсезонной коллекции Pro Fall 2023, показ которой традиционно представлен в формате лукбук. Фотосессию решено было организовать в довольно впечатляющей библиотеке в штаб-квартире Etro. Не так давно назначенный на пост креативного директора компании дизайнер Марко да Винченцо выбрал это место не случайно. Создавая предыдущую коллекцию бренда, которая для Марко в роли руководителя творческой команды Etro оказалась дебютной, модельер не успел основательно изучить архивы модного дома. Работая над новой линейкой, дизайнер постарался более глубоко и тщательно ознакомиться с ДНК именитой итальянской марки и подолгу засиживался именно здесь, в старой библиотеке. В одной из антикварных книг с образцами тканей он случайно обнаружил клочок гобелена с превосходным узором. Эти мотивы легли в основу принта в новой предсезонной коллекции, где сегодня основной упор модельер делает на творческое, достаточно солидное наследие дома с тем удивительным волшебством, которое окружают итальянские традиции. Как отметил да Винченцо в комментариях к показу, я очень хочу сохранить и продолжить великолепную работу бренда с текстилем. Наши души сливаются в какой-то момент, и все происходящее не разрушение, а праздник. Правда, презентовать нынешнюю коллекцию Марко решил без всем знакомого традиционного узора пейсли. А ведь именно этот принт внес в стильные образы Etro особый восточный колорит, добавил нарядам свой шарм и уникальность. Но дизайнер уверен, одежда с рисунком по ткани, повторяющим гобелен, не менее характерна для именитого бренда. Проводя смелые эксперименты со старинным узором, также немало внимания он уделяет графическим принтам в духе 70-х. Ретро-стиль тех лет нашел отражение и в создании модных ансамблей новой линейки. Мини-юбки трапеции, брюки клеш, простые рубашки, платья с рюшами и воланами, джинсовые наряды. Не менее интересно смотрятся однотонные вещи, особенно костюмы из бархата, одежда с мягким пушистым ворсом, теплая шуба, меховое пальто. Помимо сочных ярких оттенков, Марко добавил в цветовую палитру коллекции немало черного тона, что оказалось очень удачным решением. Ведь именно на темном фоне наиболее гармонично выглядит цветная декоративная вышивка, которая помимо платья, юбки, удлиненного жакета из кожи, стильного тренча украсила также аксессуары – гольфы, сумки, ремни. А еще именно в черном исполнении так эффектны кружевные наряды, сквозь легкую прозрачность которых просвечивается яркий узор. Отдельной строкой стоит выделить обувь. В линейку вошли босоножки на высоком, но достаточно устойчивом каблуке, сапоги на низком ходу и мега-стильные клоги, которые мы с вами, друзья, уже встречали в предыдущей весенне-летней коллекции бренда. Носить подобные модели нам предлагают в тандеме с теплыми вязаными носками или с колготками с ярким принтом. Обратите внимание, смелый колоритный узор здесь повторяется в рисунке на длинных оперных перчатках, на косынках, панамах. Одним из самых акцентных аксессуаров можно также назвать сумку с логотипом компании Etro. Мифический летающий конь, со слов основателя бренда, несет нас сквозь полеты фантазии. Ведь Пегас считается символом творческого потенциала и положительной энергии. Приятного вам просмотра, друзья! С интересом жду ваше мнение о модных образах новой коллекции в комментариях. Большое спасибо за поставленный лайк и подписку. Всем красоты, нескучного дня и по-весеннему теплого, солнечного настроения!